Бонджорно, наши любители ретро-мототехники! Сегодня мы с вами в матовом колониальном. Это песочный цвет трицикла Moto Guzzi модели 32. В общем-то, это первое специализированное армейское транспортное средство, пожалуй, для всех стран, принимавших участие во Второй мировой войне. И вот это транспортное средство гением Карла Гуцци было создано для перевозки 500 килограммов груза и, в общем-то, отлично себя зарекомендовало. Но посмотрите, какой он красивый, какой пропорциональный. Я думаю, что дизайнеры могут увидеть линии арт-деко, арт-нуво и даже современные классики, и все в одном трицикле. Конструкция типична для Карла Гуцци и для его компании Moto Guzzi. Это тогда была типичный одноцилиндровый 500-кубовый двигатель, о нем мы поговорим чуть позже поподробнее, выполненный в одном блоке с коробкой передач. Ну и в общем-то это мотоцикл двухколесный, к которому, как говорится в простонародье, приоттачена задняя часть с мостом автомобильного типа. Конструкция дешевая, но эффективная. 500 килограммов ни один мотоцикл не увезет, а не нужно тратиться на грузовик автомобильного типа, чтобы перевозить те же 500 килограммов. Итальянцы, вива! Кубовый одноцилиндровый двигатель с цилиндром, наклоненным по ходу движения. Что это такое? Правильно, это фирменные черты Moto Guzzi с одной стороны, но с другой стороны это апофеоз итальянского подхода к военному делу. Казалось бы, ну, сделай 2 цилиндра, сделай побольше объем. Нельзя другой налог свыше 500 кубических сантиметров. Этот трицикл, начиная с 1932 года, воевал, в общем-то, на всех театрах военных действий во Второй мировой войне. И, конечно же, это битва под Сталинградом. Как вы знаете, в составе корпуса КСИР, экспедиционного итальянского корпуса, аж 240 тысяч безвинных душенек итальянцев сгинули в Приволжских степях.
А вот почему они сдвинули? Давайте с вами внимательно рассмотрим. Смотрите, наклоненный по ходу движения цилиндр, а свеча-то зажигания, вот она. Это что означает? Да это означает, что вся шурга из-под переднего колеса прямиком отправляется на высоковольтное оборудование. Проехал 200 метров этот трицикл, встал, нужно менять свечку. Проехал еще 200 метров, встал, еще 200, перегрелся и вообще не заводится. Но и это еще не все. Смотрите дальше. Конкретно у этого экземпляра назначение батальонная передвижная воля радиостанция. Итак, представьте, одевает связист итальянского экспедиционного корпуса наушники и начинает передавать в прямой эфир. Направление такое, направление сякое. А вспомните, под Сталинградом степь, вот такой снежный покров, и он никуда не поехал. А это означает то, что батальон в составе 3 рот корпуса КСИР нашел свою могилу на русских просторах. Вот вам и инновация. Хотя, положа руку на сердце, нужно сказать, что для 1932 года это было просто суперсовременно. Почему? Да потому что вся радиосвязь до этого не осуществлялась никак. Вот такой у нас трехколесный трицикл, который мы вам с удовольствием готовы подарить в тест-драйве. Приезжайте к нам. Большого вам двухколесного счастья. Да, и не забывайте подписываться на наши страницы в соцсетях и на канал YouTube. Вы будете первыми зрителями уникального контента. Вива Италия!